Всем привет с моего рабочего творческого беспорядка. Я вас рада приветствовать на моем канале Уютный мир игрушек Амигуруми. Меня зовут Катя. Хочу начать с того, что мне пришел заказ с Озона. У меня забирают лисичку из наличия. Она была связана у меня уже давненько. Сколько я уже не переделывала ей глазки. В общем, это был мой такой из первых опытов вязание из плюша и немножко не подобрала размер глазок. И получается, они здесь 18 и большие смотрятся. Подсказали, что можно сделать такие вот веки. Ну, в принципе, вроде как, если заказывают, значит, понравилось. Тело это было связано по мастер-классу котика от Чирки Тойс, а хвостик, голову я уже связала сама, ну и ушки. Единственное, что несколько увеличила туловище и лапки, соответственно. А так, все по мастер-классу котика от Чирки Тойс. Так что буду сейчас его упаковывать. Я его уже почистила от всех перышек, от холофайбера ненужного, от пылинок. Сейчас буду его упаковывать и уже распечатала маркировки, штрих-кода, все. И завтра понесу, так как завтра у меня отправка считается. Сейчас сутки готовится акт. И завтра уже буду отправлять. Так, на этом пока все. Ну, из заказов. А дальше я продолжаю вязать свой заказ на погремушки. Продолжаю вязать погремушки. И у меня здесь 10 погремушек ушками вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добавились 2 погремушки ушками вниз. Нежно-розового в сочетании. Это один и тот же мастер-класс. Просто ушки пришиваются по-другому. Вот так вот я вам покажу. Вот. Ушки все то же самое, только пришиваю на вот этом зайчике я складываю ушки и пришиваю, а на этом я просто связываю сторону и пришиваю ровненько. И потом так вот можно загнуть и красиво смотрится. Их связала 2, их по заказу всего 2 штучки. Единственное, что надо добавить бантик. Так смотрится лысенько. Вот. И, честно говоря, у меня вообще началась такая апатия от полухлопка. Я сидела, наверное, дня 2 тупила. Ну, так сказать, занималась всем чем угодно, но не вязала. Настолько мне не надоело, настолько я устала от полухлопка, когда ты вяжешь в темпе, быстрее, быстрее. И прям вообще у меня поймала стресс и решила себя отвлечь от вязания, перешла на плюш. Связала такого китенка, в таком быстром порядке. Формочку я также посмотрела в интернете, только там этот китенок по мастер-классу идет большой, крупный. Я его уменьшила и сделала хвостик по-своему. И все. Единственное, что вот я изменила здесь в этой схеме. Ну и помимо объема самой головы. Вот такой вот маленький китенок у меня получился. Он по размеру похож на как колобки-котики. В ручку помещается, и деткам. Мелкая моя увидела, все, забрала его себе. Так что, и у меня уже успел прийти заказ на такого котика, на такого китенка голубенького. Тоже поедет в Анапу. Вот. А дальше я решила попробовать китенка в радужной расцветке. Ох уж эти радужные оттенки, радужные игрушки. Мания прям на них у всех. Связала цвета радуги и сделала у этого китенка глазки глиттерные 9 миллиметров и небольшую утяжку. Вот. Таких вот 2 маленький фонтанчик, точнее, из 2 собранных петелек. И не успела ему довязать один плавничок. Вот так вот смотрится. И этот китенок получился у меня крупнее. Я чуть-чуть увеличила его в размере. Вот такой такой уже объемный, большой. И вот надо определиться, какой размер будет больше комфортно для детей. И можно попробовать продавать также на ярмарках. Попробую на Озоне.
Но с первого китенка у меня прям и заказ пришел, и понравился всем. Только надо сфотографировать, конечно, красиво. И классно смотрится, когда такие игрушки в большом количестве. Можно выбрать оттенки и вязать много разных. И также совмещать. Вот сейчас начинается весна, сезон лета начнет. Этих китят также можно вязать в ягодных расцветках. Как из полухлопка вязали. У девушки есть такой мастер-класс. Точнее, у девушки задумка по всяким разным игрушкам. Она вяжет игрушки в виде ягодок. И вот у нее китята тоже в виде ягодок были. Ну и также можно совмещать. Вот этот китенок похож на черничку. Здесь ему добавить хвостик для чернички. И все. Также можно связать и клубничку, и китенок авокадо, например. Темно-зеленый, светло-зеленый, а здесь косточка. Ну или наоборот, косточку сверху сделать. В общем, задумки и как работает фантазия, можно оформлять вообще по-разному. Пока у меня вот хватило на радужного, и немножко покрупнее его сделала. Так, это еще не все. Дальше у меня апатия не закончилась на полухлопок. У меня тут бардак. Я решила связать медведя. Связала морду, вставила глазки. Ну, псих у меня еще тот. Если мне не нравится, а исправить уже не получится, то я просто порезала целую голову из плюша. Вырезала только глазки, а остальное все ушло в мусорку. Я хотела связать мишку в пижаме. Нашла мастер-класс, но там девушка вяжет крючком 4,5 и очень свободно. Игрушки получаются милые, прикольные, но не для моей руки, не для моего крючка. У меня получилось не то, что мне хотелось. Связать детальки я связала. Это вот по мастер-классу я вязала. Связались 2 ручки. Вот, связала туловище. Но когда я это все соединилась, мне не понравилось. Я еще и удлинила ряд ножек, потому что по описанию, как в мастер-классе, они получились у меня очень короткие. А так как девушка вяжет пышно, а у меня плотно. И получается это все очень маленькое. И когда все соединилось, получилось очень некрасиво. Какой-то непонятный комочек. И я решила обыграть игрушку по-другому. Решила сделать зайку Валери только из плюша. Вот. Вывязала ножки. Длинные уже, как мне нравится. Единственное, что туловище осталось от медведя, потому что он же в пижамке, и получается низ розовый, верх розовый. И, в общем, получается такой розовый костюмчик будет. Зайка Валери будет в розовом костюмчике. И единственное, что в дальнейшем, если я буду вязать еще такую зайку, я поменяю туловище. Это слишком большое здесь. Так что вот такие вот у меня на сегодняшний день результаты. Может быть, я и довяжу медведя, но уже также изменю форму туловища, потому что жалко выкидывать ножки, они хорошие. Также я изменю туловище, ножки выкидывать жалко. С лапками я обязательно свяжу и соединю их в одну игрушку. А так у меня вот такой вот процесс на сегодня. И мои рабочие игрушки. В общем, у меня тут такой бардак, что даже было лень все раскладывать, чтобы отснять, потому что, честно, времени не особо много. Я тут уже у мужа на столе расположилась. Паддингтон у меня в том же состоянии. К 17 числу я как раз таки буду находиться рядом с домом заказчицы, и 17 числа я отдам. Ну, в принципе, пока на этом все. Мое подключение заканчивается. И до связи. Надеюсь, уже будет что-то готовое полностью. Всем привет! Новое затянувшееся подключение. Хочу вам показать, что я связала из плюша. Я закончила заказ на погремушек. Как раз таки это буду сегодня отправлять. И закончила Паддингтона и получила еще один необычный заказ. Такого зверька вроде как все знают, но, к сожалению, зовут его совсем по-другому. В общем, давайте начну уже показывать. И начну, наверное, с китят. Связалась у меня 4 китенка. Голубенького вы уже видели.
там пробничек. А потом у меня не довязался, к сожалению, радужный китенок. Все никак не могу связать ему плавничок. Вот. И потом сидела, думала над этими китятами, чтобы не вязывать отдельно, сначала не вывязывать, потом ввязывать или пришивать, кому как удобно. Решила немножко схемку придумать свою. И у меня получился необычный такой китенок в виде авокадика. У меня были только такие оттенки, темно-зеленый и такой мятный яблочный или мятная конфетка, поэтому пришлось совмещать такие оттенки, но сам факт, что вот такой вот получился у меня китенок авокадика. Может быть, если какие-то другие оттенки будут, то будет смотреться такой более прикольнее, когда есть такой яркий, красивый, нежный, светлый, зелененький и какой-нибудь темно-зеленый. Здесь пряжа вся Воланс. И вот такой вот китенок у меня получился, авокадик. Единственное, что надо добавить здесь блики розовенькие и сделать ему улыбочку. Вот. Хочу узнать ваше мнение. Сделать такой мастер-класс на китенка, оно будет бесплатное. Также ВКонтакте в группе описания. Просто вот такой вот он у меня авокадишный. Вот. Дальше также я игралась с образами летом. Скоро лето, скоро фрукты, ягоды. И решила связать китенок-арбузик. И получился он у меня вот такой вот яркий, сочный. А здесь плавнички вывязываются в вязании. В общем, вы вяжете, потом вязали плавничок, потом вывязывали хвостик. Ничего пришивать здесь не надо. И вязать отдельно. Все вяжется попутно. И вот такой вот арбузик. А в дальнейшем еще хочу связать такого же мандаринчика. Ну, в общем, можно разные фрукты, ягоды вязать, овощи по образу китенка, потому что форма круглая, в основном все ягодки и овощи есть в круглой форме. То есть вот это вот можно сказать, что это не просто китенок, а черничка. Добавить ему где-нибудь листочек или же у чернички вот такие вот хвостики вот здесь вот идут. В общем, как играет ваша фантазия, так и можно делать. Вот, если будет достаточно откликов о китенке, описании, то я сделаю его ВКонтакте. Вяжется быстро, около часа можно связать такого малыша и продавать на ярмарках. Если кому-то интересно под заказ, то такие китята, они как котики. Если одну штучку, там 2, то 400 рублей. Если под заказ больше, то 350 рублей. Пишите ВКонтакте, заказывайте. Можно разных фруктиков навязать. Так, а дальше у меня была зайка, которую я довязала. Вот такие вот большие ушки пушистые. Такие ушки я вяжу первый раз. Ну, длинненькие, я имею в виду, большим крючком. У меня уже есть мастер-класс на зайку Валерии. Там я вяжу ушки плотным, обычными полустолбиками с накидом. А здесь полустолбики, и они такие более воздушные, пышные. Тоже очень круто смотрится. И хочу заметить, что на такие вот ушки пряжа уходит меньше, чем вязать поменьше ушки, но столбиками с накидом. Ну, это, по крайней мере, у меня. У меня здесь ушло меньше пряжи, чем на тех ушек. Так, ну, в принципе, тело здесь у меня большое. Здесь я буду переделывать его, потому что оно пышненькое. Должен быть получиться мишка, а получился зайчик. Зайка-девочка. Эту зайку я буду готовить на подарок. У меня скоро у моей крестницы день рождения в июне. И буду собирать ей бокс всяких разных штучек детских. И как раз таки эта зайка пойдет в набор. Вот. Ну, как обязательно я свяжу новую зайку с изменением. Обязательно покажу вам. И будем думать, что делать с мастер-классом. В принципе, заек очень много всяких разных с такими ушками. Но для себя, для своих продаж, мне нравится такая зайка. Я буду вязать их еще и еще. Вот. Здесь вот положу ее с ушками. Мне очень нравится. И цвет такой песочный, очень классно смотрится ей. Так, по поводу Паддингтона. Я вам ставлю фотографию. Или даже, по-моему, я снимала кусочек видео, я вам ставлю. И можете посмотреть, какой он у меня получился. И он у меня уже отправился
в путь. Всем привет! Такое быстренькое подключение. Я связала второго Паддингтона. Попросили, чтобы было все съемное. Шапочка съемная. Курточка у него тоже съемная. Единственное, что я сделала вот такие вот завязочки, просто шнурочки, потому что игрушка будет ребенку. Чтобы сильно не заморачиваться с пуговками, я сделала просто веревочкой. Их проще будет завязать, и все. То есть все снимается. Вот. Побежала на работу, и по пути я отнесу этого малыша заказчице, и все. Потому что для красивого отснятия видео с этим мишкой у меня не получится. Поэтому такое спонтанное. Ссылочка на такой мастер-класс будет внизу под видео. Но повторяюсь, что в прошлом вязовлоге я говорила про этот мастер-класс. Я уже вязала такого мишку. Единственное, что я изменила в туловище, я не делала расширение. Ножки немножко укоротила на 2 ряда, и он у меня получается 9 сантиметров. В общем, буду упаковывать и побегу. И всем хороших продвижений. Кстати, спрашивали, с какой пряжи я вязала. Я все забыла. Коричневая пряжа — это Alize Cotton Gold. И вязала крючком номер 2 кловер. Он маленький, тоненький, и петельки получаются такие аккуратненькие. А беленький — это Yarn Jeans. Синенький свитерочек тоже Yarn Jeans. Так, а дальше я связала зайчиков. Я их уже упаковала. Это классические зайчики. Такие вот. Я их вяжу постоянно. Я их уже упаковала в упаковочке, чтобы они не были уже запыленными, чтобы они уже чистенькие отправились к хозяйке. Так. Это зайчики. И к зайчикам у меня были еще погремушки. Я связала 2 зайчик розовеньких. По-моему, я уже показывала. Но я, в общем, показываю полностью весь заказ, который у меня есть. И они тоже отправятся домой. И связала 2 оленят. Вот они. Мастер-классы на все погремушки я оставлю. Это все бесплатное описание в группе ВКонтакте. Так что можно проходить и вязать. А вот это вот зайчики, кто не знает, с ушками вниз и ушками вверх. Это одно и то же описание, просто оформление немножко другое по ушкам. А так все идентичное. Буду упаковывать. Так, на этом у меня пока все. И хотела вам показать, какой мне пришел заказ. Я его уже упаковала. Тоже сейчас побегу на почту. Заказ необычный. Так. И какая с ним произошла история, с этим заказом. Девушка мне написала буквально вчера вечером. Позавчера вечером написала, и я решила, что я довяжу этот заказ, потому что он из плюша. И он быстро свяжется, и я уже ее отправлю, потому что у парня день рождения, и она хотела, чтобы игрушка пришла к нему вовремя. Это больше как не игровая, а будет лежать на полочке или на рабочем столе. Это по образу можно сказать, что это крабик, но это ферис. Я, честно говоря, не могу объяснить, откуда он. Там то ли какая-то программа, то ли это их знак. В общем, это крабик ферис, пусть будет, для кто не знает. У него такие вот черные глазки и мордочка совсем мультяшная. Попросили связать по образу и отправить. Ну, в общем, я связала, показала девушке итоговую игрушку. Она попросила сделать, уменьшить. Они были клешни первые немножко подлиннее. Просила их сделать покороче, и все. В общем, за такую игрушку я взяла 900 рублей и плюс доставка. Но девушка плюс 600 рублей мне еще добавила сверху за скорость. Я, конечно, в шоке. У меня первый раз такое случается, что оставляют чай на чай. На чай оставляют чай за игрушку, за скорость и за оперативность, в общем, так сказать. Конечно же, я не могла пройти мимо, и тоже хотелось отблагодарить, и я положила ей
лисенка. Я думаю, этот лисенок будет в надежных руках. А этот лисенок лежит у меня уже давно, я его храню для особого момента на ярмарке. Он у меня так не продался. У него был компаньон еще енотик. Кстати, мастер-класс тоже на них есть, бесплатное описание, оставлю ссылку. Здесь я вязала его из пряжи Alize Royale 90, по-моему, ну, тоненькая пряжа, крючком 1,5 или 1,25, уже не вспомню. Ну, в описании, по-моему, все есть. И сделала его как брелочком. Так что, я надеюсь, девушке понравится тоже мой жест приятный. И все. В общем, это тоже все отправляется на почту. Необычно. В общем, можно тоже вязать таких крабиков интересных. И у него еще такая рюшечка на голове. У Ферриса там, да, такие вот маленькие шипы. Поэтому это тоже было обязательное выполнение, чтобы он был идентичный с эмблемкой. В общем, главное, заказчику понравилось. И это все тоже отправляется в путь. Так, ну, в принципе, на этом у меня все. Вязовлог я свой заканчиваю на этой двухнедельной, по-моему, он у меня. Все хочется каждый день снимать, но не получается. Вот, в общем. Жду от вас реакции по поводу китят и по поводу зайки. Как вам она? В общем, вот. Так что, в общем, если есть какие-то вообще вопросы, то задавайте, спрашивайте. Буду отвечать по мере возможностей. Не всегда, конечно, получается вовремя ответить, потому что в последнее время у меня почему-то запоздало приходит оповещение о комментариях. Или вообще не приходит оповещение, я уже потом вижу, что у меня оказывается тут комментарий, а я его даже и не видела. Поэтому, если кому-то не ответила, я извиняюсь сразу же. Не всегда получается, и не всегда я это вижу. Вот. А так, в целом, я стараюсь всегда всем ответить. И написать. Также и ВКонтакте, когда меня пишут, спрашивают. Ну, в смысле, и на Ютубе всегда стараюсь ответить. Так что, ладно, на этом у меня все. Ставьте пальчики вверх, пишите свои вопросики и до новых связей. Пока-пока.